Добро пожаловать на наш канал, друзья! Сегодня мы отправимся в захватывающее путешествие по самым загадочным и противоречивым открытиям, связанным с ледяными уголками нашей планеты – Антарктидой, арктическими просторами и другими холодными территориями. Это не просто история о снеге и льде. Это рассказ о древних джунглях, подземных цивилизациях, трагедиях, которые до сих пор будоражат умы, и теориях, которые заставляют нас сомневаться в том, что мы знаем о мире. Приготовьтесь к глубокому погружению в тайны, которые переплетают науку, мистику и человеческое любопытство. Давайте начнем. Антарктида. Тропический рай подо льдом. Представьте себе Антарктиду. Что приходит на ум? Бескрайние ледяные пустыни, пингвины, полярные станции. А теперь представьте, что 90 миллионов лет назад на этом континенте шумели тропические леса, где вместо снега росли папоротники, а воздух был влажным и теплым. Звучит как фантазия, но это научный факт. В 2019 году ученые из международной экспедиции пробурили толщу льда и обнаружили окаменелые корни, пыльцу и даже остатки древних растений. Анализ показал, что климат Антарктиды в меловом периоде был похож на современную Новую Зеландию или тропические леса Амазонии. Уровень углекислого газа в атмосфере тогда был в разы выше, что создавало парниковый эффект, делая даже полюса Земли пригодными для жизни. Но вот что интересно. Эти находки заставляют задуматься, как быстро может измениться климат нашей планеты. Если Антарктида, покрытая сегодня льдом толщиной в несколько километров, когда-то была зеленой, что ждет нас в будущем? Ученые говорят, что таяние льдов уже ускоряется. И некоторые модели предсказывают, что через пару сотен лет Антарктида может снова стать частично свободной ото льда. Это не только научное открытие, но и повод для размышления о том, как человечество влияет на природу. А теперь давайте заглянем в еще более интригующую деталь. Как люди в XVIII веке могли знать о том, что Антарктида когда-то была без льда? Карта Буаше. Загадка XVIII века. В 1739 году французский географ Филипп Буаше создал карту, которая до сих пор вызывает споры. На ней Антарктида изображена без ледяного покрова, с реками, горами и даже разделением на два острова. Напомню, официально Антарктиду открыли только в 1820 году, а ее ледяной покров изучили гораздо позже. Откуда Буаше мог знать, как выглядит континент подо льдом? Ведь технологии, позволяющие заглянуть под километровый слой льда, появились только в 20 веке. Одна из теорий гласит, что Буаше опирался на древние знания, возможно, утерянные карты мореходов или даже легенды о затерянных цивилизациях. Некоторые исследователи, правда, скептически настроенные, считают, что карта — это просто удачная догадка или ошибка, а изображенный континент вообще не Антарктида, а, например, Австралия. Но современные спутниковые снимки и геологические исследования показывают, что очертания Антарктиды без льда действительно напоминают карту Буаше. Это совпадение? Или, может быть, кто-то тысячи лет назад уже знал, что скрывается подо льдом? Эта загадка заставляет нас задуматься, сколько еще знаний о нашей планете было утеряно. И не связана ли карта Буаше с другой, еще более фантастической легендой о подземном мире Агарты? Агарта – миф или реальность? Легенда об Агарте – это, пожалуй, одна из самых мистических историй, связанных с Антарктидой. Согласно преданиям, под поверхностью Земли, в том числе под Антарктидой, существует сеть туннелей, ведущих к подземной цивилизации. Агарта, как утверждают некоторые эзотерики, населена сверхразумными существами, которые владеют технологиями, опережающими наши на тысячи лет. Звучит как сюжет фантастического фильма. Но эта идея уходит корнями в древние тексты, включая индийские веды и тибетские легенды. Самая известная история, связанная с Агартой и Антарктидой, это дневники американского адмирала Ричарда Берда. В 1947 году он якобы совершил полет над Антарктидой и обнаружил странный оазис – теплую долину с зеленью и озерами. Более того, некоторые источники утверждают, что Берд видел вход в подземный мир и даже встречался с его обитателями, которые предупреждали человечество об опасности ядерного оружия. Официально дневники Берда не содержат таких записей, и многие считают эту историю вымыслом. Но конспирологи указывают на странные детали.
Почему экспедиция Берда была так внезапно свернута? И почему некоторые документы до сих пор засекречены? Наука, конечно, скептична. Геологи говорят, что под Антарктидой действительно есть полости и даже подледные озера, такие как озеро Восток, но никаких следов цивилизации там не найдено. Однако сама идея Агарты продолжает волновать умы. Может, это просто метафора, символизирующая скрытые знания? Или все-таки подо льдом скрывается что-то, чего мы еще не понимаем? Трагедия на перевале. Дятлова. Тайна, которая не отпускает. Теперь давайте перенесемся из Антарктиды на Урал, к одной из самых жутких загадок XX века. Трагедии на перевале Дятлова. В феврале 1959 года группа из 9 опытных туристов под руководством Игоря Дятлова погибла в горах Северного Урала при обстоятельствах, которые до сих пор не поддаются логическому объяснению. Их палатка была разрезана изнутри. Тела найдены в радиусе 1,5 километров. Некоторые были почти без одежды, несмотря на мороз. У 2 отсутствовали глаза, у одной девушки язык. Радиация на одежде некоторых жертв была выше нормы. Что произошло? Официальная версия, принятая в 2020 году, гласит, что группа погибла из-за лавины. Но эта теория не объясняет всех деталей. Почему палатка была разрезана изнутри, если лавина ее не накрыла? Почему туристы бежали в разные стороны, не взяв теплую одежду? И откуда взялась радиация? Альтернативные версии включают все. От секретных военных испытаний до нападения Йети или даже контакта с НЛО. Одна из самых интригующих теорий связана с так называемым инфразвуком – низкочастотными колебаниями, которые могут вызывать панику и галлюцинации. Ветры в горах могли создать такой эффект, заставив группу в ужасе покинуть палатку. Но есть и другая сторона. Местные жители Манси рассказывали о светящихся шарах в небе, которые видели в ту ночь. Эти шары позже связали с испытаниями советских ракет, но точных доказательств нет. Трагедия Дятлова – это не только история о гибели людей, но и пример того, как отсутствие информации порождает мифы. Мы до сих пор не знаем правды и, возможно, никогда не узнаем. Но эта загадка напоминает нам, как хрупка человеческая жизнь перед лицом природы и неизвестности. Древняя деревня в Канаде. Следы забытой истории. Теперь давайте отправимся в Канаду, где в 2016 году археологи сделали открытие, которое перевернуло наше представление о древней истории Северной Америки. На острове Трикет, у побережья Британской Колумбии, студенты-археологи нашли поселение, которому 14 тысяч лет. Это старше египетских пирамид и даже знаменитого Стоунхенджа. Среди находок – каменные орудия, рыболовные крючки и даже остатки очагов. Это доказывает, что люди жили в Северной Америке задолго до того, как, по старым теориям, они пересекли Берингов пролив. Но что делает это открытие особенным? Оно подтверждает устные предания коренных народов Хейлцук, которые веками рассказывали о своих предках, живших на этих землях с незапамятных времен. Это пример того, как наука и традиции могут работать вместе, раскрывая правду. Интересно, что поселение находилось на уровне моря, который 14 тысяч лет назад был гораздо ниже из-за ледникового периода. Это значит, что многие другие древние поселения могут быть затоплены, и мы только начинаем открывать истинную историю человечества. Это открытие заставляет задуматься, сколько еще следов древних цивилизаций скрыто под водой или льдом. И не связаны ли эти находки с легендами об Антарктиде или других холодных регионах? Нацистская база в Антарктиде. Правда или вымысел? Вернемся к Антарктиде, где рождаются самые смелые теории заговора. Одна из них утверждает, что после Второй мировой войны нацисты создали секретную базу в Антарктиде, известную как «База 211». По слухам, туда были эвакуированы высокопоставленные офицеры, ученые и даже сам Гитлер, хотя это, конечно, маловероятно. Конспирологи ссылаются на операцию «Высокий прыжок» адмирала Берда в 1946-1947 годах, которая якобы была не просто научной экспедицией, а попыткой уничтожить нацистскую базу. Добавляет интриги и Google Earth. В 2006 году пользователи заметили на спутниковых снимках Антарктиды странную структуру, похожую на вход в подземный комплекс. Конечно, ученые объясняют это естественными геологическими формациями, но конспирологи уверены, что это следы базы 211.
Исторические факты частично подпитывают эти теории. Нацисты действительно проявляли интерес к Антарктиде, отправляя туда экспедиции в 1938-1939 годах. Но доказательств существования полноценной базы нет. Эта история – отличный пример того, как человеческое воображение заполняет пробелы в знаниях. Мы хотим верить, что за ледяным покровом скрываются тайны, которые могут переписать историю. Но, возможно, правда гораздо прозаичнее. Замороженная голова Уолта Диснея. Легенда крионики. Теперь давайте поговорим о слухе, который хоть и не связан напрямую с Антарктидой, идеально вписывается в тему загадок и холода. После смерти Уолта Диснея в 1966 году появилась легенда, что его тело или хотя бы голова были крионически заморожены в надежде на воскрешение в будущем. Эта история стала городской легендой, подпитываемой рассказами о секретной камере под Диснейлендом. На самом деле никаких доказательств этому нет. Семья Диснея подтвердила, что он был кремирован, а крионика в 1966 году была скорее научной фантастикой, чем реальностью. Но слухи продолжают жить, потому что они отражают наше желание победить смерть. Крионика сегодня – это реальная, хотя и спорная наука. Десятки людей по всему миру заморожены в надежде на будущие технологии. И кто знает, может, через 100 лет мы будем смеяться над тем, как скептически относились к этой идее. НЛО в Норвежском озере. Тайна. 1947 года. И, наконец, давайте отправимся в Норвегию, к озеру Мьоса, где в 1947 году местные жители стали свидетелями странного события. Они видели, как в небе появилась ракета, которая упала в озеро. Это было за несколько недель до знаменитого инцидента в Розуэле, так что НЛО тогда еще не были в центре внимания. Официально власти заявили, что это мог быть метеорит, но свидетели утверждали, что объект двигался слишком плавно, как управляемый аппарат. В 2020-х годах группа энтузиастов начала исследовать озеро с помощью дронов и сонаров, надеясь найти обломки. Пока ничего не обнаружено, но это не останавливает исследователей. Интересно, что 1947 год стал переломным для уфологии. Именно тогда начался всплеск сообщений о НЛО по всему миру. Было ли это связано с развитием авиации, холодной войной или чем-то большим? Мы не знаем, но такие истории напоминают, что даже в холодных водах могут скрываться ответы на вопросы о космосе. Итог. Загадки, которые манят нас. Мы прошли долгий путь. От тропических джунглей Антарктиды до трагедии на перевале Дятлова. От легенд об Агарте до поисков НЛО в Норвежском озере. Эти истории объединяет одно. Они показывают, как мало мы знаем о нашей планете и ее прошлом. Ледяные территории, будь то Антарктида или Урал, хранят тайны, которые заставляют нас задавать вопросы. Что скрывается подо льдом? Какие цивилизации жили до нас? И не смотрим ли мы на звезды, игнорируя тайны, которые лежат прямо под нашими ногами? Эти загадки не просто развлечения. Они напоминают нам, что наука и любопытство идут рука об руку. Каждое открытие, будь то окаменелости в Антарктиде или древняя деревня в Канаде, приближает нас к пониманию мира. Но, возможно, самые большие открытия еще впереди. Что вы думаете? Верите ли вы в Агарту? Считаете ли, что перевал Дятлова раскроет свою тайну? Напишите в комментариях, и давайте продолжим это путешествие вместе. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Впереди нас ждет еще больше тайн и открытий. До встречи, друзья!